Благодарю вас, дорогой владыка, и за добрые слова, и за прекрасный образ, и за то, как поддерживается молитвенная, духовная жизнь всей святой обители, которая является одной из самых центральных обителей нашей церкви. Во-первых, потому что она наидревнейшая в городе Москве, ну и во-вторых, потому что именно здесь официальный центр Русской Православной Церкви. Обитель сия открыта для многих людей, и радуется мое сердце, что с течением времени верующих людей становится не меньше, а больше. И особенно в эти последние тревожные годы. Так уж получается, по пословице русской: гром не грянет, мужик не перекрестится. И когда все благополучно, спокойно, как-то, боги, думаем так, на периферии нашего сознания и на периферии нашей повестки дня. Пошел в церковь, ну хорошо, не пошел, ну что, занят сегодня, что там делать? Не смогу. А вот внешние обстоятельства чаще всего, и дай Бог, чтобы всегда было так, мобилизуют наше религиозное чувство, мобилизуют наше осознание причастности к церкви. Вот сегодня такое время, время тревожное, очень даже тревожное. И для того, чтобы все опасности миновали нашу Родину, для того, чтобы те, кто мечтает сокрушить Россию, как независимое, подлинно независимое государство. Таких государств на одной руке только перечислить можно. А все так или иначе зависят от мировых центров власти. Россия не зависит ни от каких центров власти, которые находятся за пределами ее суверенной территории. Это великая привилегия, но это и огромный крест. Потому что всегда находятся те, кто хотел бы ввести в орбиту своего влияния такую богатую, сильную страну, как Россия. Ну и сегодня мы знаем, что неспокойно в мире. А Россия продолжает свое по-настоящему суверенное историческое бытие. И во многом этот суверенитет, если взглянуть на нашу историю, определялся силой духа русских людей, силой духовного влияния церкви на наше Отечество. Мы знаем, какую огромную роль церковь сыграла в освобождении Руси от иноземных сил. Мы знаем, как церковь именно вдохновляла воинов на исторические сражения, в результате которых Родина оставалась суверенной и свободной. Мы знаем, как святые угодники молились за страну, за великого князя, а потом и за царя, и за воинство. Вот и сегодня наступило время, когда мы должны особенно молиться за Отечество наше, за президента, какая разница, как называется глава государства, за президента нашего, за воинство наше, чтобы были силы у страны сохранить свою подлинную независимость от самых могущественных сил, господствующих сегодня над большинством стран мира. У России особый исторический путь. И когда все благополучно, спокойно, мы как-то мало об этом задумываемся. А вот когда наступают времена тревожные, начинаешь особенно сознавать всемирную, судьбоносную миссию Руси. Так было в древности, так похоже и сегодня. Вновь возвращается эта особая миссия и возлагается на плечи нашего народа. Мы молились сегодня святому Даниилу, князю, и отцу его, святому благоверному великому князю Александру Невскому, которые по должности своей совмещали и возглавление государства, и возглавление воинства.
А ведь как это было непросто. Ведь там, где войско, там меч, а где меч, там и смерть. И какую же нужно было иметь духовную силу, как нужно было осознавать свою нравственную и духовную ответственность за то, чтобы, возглавляя страну и воинство, и имея меч при бедре, остаться святым человеком. Вот великие князья, которых мы сегодня вспоминаем, Александр Невский и Даниил Московский, сумели совместить эту политическую миссию, воинскую миссию со святостью. А ведь, наверное, такое совмещение и является залогом того, что страна, имеющая такое возглавление, никогда не будет совершать военных преступлений. Потому что если во главе Отечества, во главе воинства человек святой, да даже если, может быть, и не святой, но верующий человек, православный, крещеный, сознающий свою ответственность пред Богом, перед церковью, перед страной, тогда страна гарантирована от военных авантюр. Тогда страна может быть уверенной в то, что меч при бедре будет вынут из ножен только тогда, когда это нравственно, морально и даже духовно оправдано. Вот сегодня мы, еще раз хочу сказать, живем в это очень непростое время. И поэтому наша молитва сегодня особенно о главе нашего государства, о верховном главнокомандующем, о Владимире Владимировиче Путине, на котором лежит особая ответственность, а также над всеми военачальниками и теми, кто во власти, чтобы Господь умудрил, укрепил, вразумил, оградил от грехов и от ошибок и одновременно вдохновил на действия, которые бы принесли Отечеству нашему защиту от всяких внешних, даже, может быть, самых опасных и страшных угроз. Святой Даниил Московский, преподобный, князь, особым образом объединивший в себе духовное и государственное служение, является замечательным примером того, как в одной личности может быть соединено как бы несовместимое. И в каком-то смысле пример святаго Даниила является неким образцом для всех, кто принимает власть, верховную власть в России. Но и князь Даниил, несомненно, в молитвах своих, и в этом можно быть уверенным, не оставляет мыслью тех, кто возглавляет Русь, как и все Отечество наше. И верим, покуда будут на Руси почитаться святые князья, правители земли нашей, соединившие духовное и материальное, небесное и земное, политическое, государственное и личный духовный опыт и духовный подвиг, будет действительно крепка наша земля. Молитвами святаго благоверного великого князя Александра Невского, молитвами святаго благоверного и великого князя Даниила Московского, да хранит Господь землю русскую, град Москву и Петербург, и все наши города и веси, дабы под их молитвенным предстательством пред Богом укреплялась духовная и материальная сила России, дабы всегда Отечество наше до скончания века была по-настоящему свободной, независимой и в первую очередь сохраняющей свою веру и благочестие
и объединяющая народ свой любовью и молитвой. Аминь. С праздником поздравляю вас!